Ребят, всем привет, с вами Норильск и канал Автовоевода. Сегодня будем оживлять гидрач без снятия, такая лайт-версия, очень быстрое оживление. Расскажу, в чем именно проблема. И очень часто неисправность гидроусилителя заключается именно в этом. Но кто не подписался, подписываемся, наливаем чаек, кофеек и поехали. Итак, ребята, смотрите, о чем речь. Неисправность гидроусилителя не всегда сказывается в том, что износился ротор и статор, который находится внутри насоса. В 80% случаев неисправен или залипает клапан сбросной, который находится со стороны нагнетания насоса. Я вот уже слил жидкость, снял обратку, нагнетание. И смотрите, выкручиваю клапан. Вот я уже его, смотрите, жидкость какая чистая. Это я уже делаю раза 3, наверное. Клапан, видите, пружинит. То есть он сейчас работает. А в первый раз, вот когда я его крутил, вот этот штуцер, клапан остался внутри. Сейчас вот вытащу и переместимся на верстак. Итак, какая ситуация у меня произошла? После того, как я забрал вот эту машину, машина прошла 400 тысяч, я заметил, что гидроусилитель, не то чтобы не работает, но работал очень с большим усилием. И 400 тысяч я сразу решил, что умер сам насос гидроусилителя. Я снял его, разобрал. И, к моему удивлению, статор и ротор были в идеальном состоянии. Не было ни ступеньки, ни задиров. Лепестки очень хорошо вываливались. И я просто был в шоке. Но, как вы видели, я ремонтировал на этой машине рейку. У нее пыльники разорвало, и льдом продрало сальник. И, соответственно, рейка натянула туда и грязи, и водичка была. После того, как я разобрал гидрач, увидел, что все в порядке. Все промыл, собрал обратно. И на мое удивление, после того, как я прокачивал систему, гидрач работал. Но через какое-то время я прокатился, погазовал, и смотрю, руль опять стал тяжелый. Думаю, ладно. И тут я догадался, в чем дело. Если насос исправен, но гидрач не работает, если, скажем так, ротор и статор исправны, но гидрач не работает, 99,9% это вот такой вот перепускной клапан. Вот смотрите, клапан имеет вот такую вот конструкцию. Он разборный. А внутри этого клапана имеется еще клапан. Вот такой вот. Здесь вот шарик. И смотрите, вот через это вот отверстие проходит практически весь напор жидкости. Сами представьте, если здесь будет грязь сюда попадать, просто не будет работать клапан. А в чем заключается основная неисправность? Вот я не знаю, сейчас сфокусируется. Вот это вот место, вот эти две кромки, они очень плотно прилегают к телу насоса в трубке нагнетания. И вот видите, вот эти вот задиры. Вот когда в масле абразив или грязь, при высоких оборотах клапан сбрасывает лишнее давление, пружина сжимается, и вот из-за вот этих вот задиров он может не вернуться в исходное положение. И если он не вернется в исходное положение, на холостом ходу не будет просто давление в рейку создаваться. Насос будет гонять просто по кругу жидкость. Вот еще такая характерная неисправность. При перегазовке, возможно, будет появляться усилие на гидраче. И только на холостом ходу не будет давления. Вот сразу нужно вот отдефектовать обратный клапан. Вот у меня есть
Вот такие вот задиры, вот видно их. Это вот какие-то частицы металла, возможно, работали. То есть за них клапан зависал. Сейчас хорошо видно. И я вот уже мою его раз третий гидрач. То есть я заливаю масло, прогоняю контур полностью, потом разбираю все обратно, мою клапан, сливаю масло. Причем я вот делаю это третий раз, и масло каждый раз сливается, ну, все равно темненькое. То есть оно чище становится, но все равно не такое, как в исходном состоянии. Вот сейчас последний раз буду заливать. Вот это место подрабатываю тысячной наждачкой. Вот эти вот места, чтобы шероховатости не было. То есть он должен в теле насоса гулять свободно и возвращаться в исходное положение. Собирается клапан очень легко. Пружинка. Главное шарик. И нужно, чтобы вообще не было даже намека на какие-то частицы. Вот такой вот клапан, а проблем создает. Причем в 90% случаев, да, перебирают насос, сдают специализированные компании, перебирают насос. На самом деле с насосом все в порядке, чистят клапан, моют рейку, и все работает. Ребят, вот так вот подсоединяю насос в трубку нагнетания и просто воздухом выгоняю жидкость с рейки, чтобы максимально эффективно, ну, очистить масло, которое в контуре. Потому что если чисто с бачка сливать, это очень много раз придется. В рейке тоже много говна. Вот сейчас включу компрессор и вывешу колеса и буду поворачивать в крайнее положение рейку. Жидкость вытекет, залью новое. Ребят, ну вот прогнал жидкость. Еще маленько подвывает, ну, потому что жидкость вспенилась. А так довольно-таки легко крутится, без всяких заеданий. Еще вот забыл сказать, характерно, когда клапан подзаедает, бывают такие моменты, что то крутится туго, то в моменте может резко сделать так, рывок и легко начинает крутиться. Ну вот и все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока.